Привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодняшнее видео посвящено оформлению разворотов на ноябрь. Мне кажется, эта ноябрьская тема моя самая любимая за все 5 лет ведения Bullet Journal. Мне всегда очень нравились грибочки в оформлениях, иллюстрациях, когда они попадались мне в интернете. Но сама я почему-то ни разу не пробовала рисовать их в ежедневнике, но решила, что ноябрь отличный повод. Потому что хотелось немножко продолжить осеннюю тему, которая мне всегда очень близка и нравится, и добавить каких-то ярких красок, потому что за окном их становится все меньше. Я выбрала вот такие мухоморы. Мне кажется, что смотрятся они максимально эффектно, при этом рисовать их очень просто. Чтобы сделать тематику действительно сказочной, волшебной, мне хотелось подобрать какой-то шрифт, который будет тоже поддерживать это настроение. Я очень долго на черновиках пробовала, рисовала различные варианты на русском и на английском, но в итоге мне показалось, что в слове November мне будет проще сделать большое количество вот этих завитков и выносов. Мне кажется, что такой прием можно использовать вообще в разных месяцах, и для зимнего оформления он может хорошо подойти. Просто нужно немножко времени потратить, посидеть, подумать, поискать какие-то интересные варианты. Кроме мухоморчиков в оформлении у меня дубовые листочки и желуди. И чтобы поддержать волшебство, чтобы этот лес действительно казался волшебным, я добавила золотые звездочки, точечки по всему свободному пространству. Я надеюсь, на видео это видно. И также добавила небольшие золотые тени всем рисуночкам. Для оформления ноября я пользовалась гуашью. Мне вообще очень нравится, как она смотрится, и мне кажется, что на грибочках это просто максимально эффектная текстура, матовая, насыщенная. Здесь тоже у меня ежедневник с бумагой 160 грамм. Она очень плотная, поэтому, по крайней мере, гуашь она выдерживает отлично. Бумагу не ведет, ничего не просвечивает, все остается ровным и красивым, поэтому я снова еще раз максимально довольна бумагой в своем ежедневнике. Обложка месяца вообще такая страница, которая, наверное, не самая функциональная. Она не несет какой-то нагрузки для планирования, но мне кажется, именно обложка, она позволяет творчески разгуляться, сделать что-то красивое, интересное, задает настроение всему месяцу. Поэтому мне кажется, даже если вы не хотите тратить кучу времени на оформление, можно оформить обложку, максимально уделив этому время, постараться сделать красиво и интересно, а дальше уже делать все в более минималистичном стиле, и все равно каждый раз, когда вы будете открывать ежедневник на текущем месяце, вы будете видеть красивую яркую обложку, и она будет поднимать вам настроение. Следующий разворот — это мой любимый календарик на месяц и планы. Здесь тоже вот такие грибочки со звездочками. Травка в календаре я всегда записываю дела, привязанные к дате, о которых я знаю заранее, какие-то визиты, встречи, дни рождения. Все идет в этот календарик. Здесь планы и слева страничка с цитатой. Я давненько ее не делала, хотя в сентябре, по-моему, она у меня была, а в октябре ее пропустила, но мне захотелось в ноябре обязательно добавить еще что-то такое для красоты. Здесь у меня тоже разные грибочки, желуди, листочки. Цитата не длинная, такая довольно простая композиция. Я сделала ее с лентами, чтобы выделить главные слова, и мне кажется, что она смотрится в этой стилистике очень хорошо. Цитата означает: «Из маленьких семян вырастают могучие деревья». Я выбрала ее потому, что в оформлении я использовала дубовые листья и желуди. Мне кажется, дуб напрямую ассоциируется с могучим деревом, могучие дубы. И плюс мне нравится смысл цитаты, что даже какие-то маленькие действия, они приводят к выдающимся результатам. Мне кажется, можно ее и так интерпретировать. И для ежедневника, мне кажется, эта цитата очень подходящая. То есть каждый раз, когда мы делаем маленькие шаги, зачеркиваем дела из списка, ставим галочку в трекере, мы, по сути, растим семена каких-то великих свершений. Вот такой разворот, мне кажется, тоже очень яркий. Сказочные. Здесь тоже я добавила золотые звездочки. Цифры в календаре сделала красным, чтобы поддержать
вот этот контраст бело-красных мухоморчиков. И мне уже не терпится начать что-то заполнять. Я думаю, что каждый раз я буду испытывать только самые положительные эмоции, открывая этот разворот. Двигаемся дальше. Здесь у меня трекеры. Это мой любимый формат, который я использую уже, наверное, 3-й месяц. Если вы смотрели прошлые видео, он вам знаком. Здесь у меня будут привычки. И, соответственно, каждый день с 1 по 30 я буду ставить точечки, выполнила я их или нет. Привычки я пока записывать не стала, потому что за последние несколько месяцев определенные действия мне удалось внедрить. Медитировать каждый день, йогу практически без пропусков. И я думаю сейчас, продолжить ли мне их тречить для дополнительной мотивации или все-таки сменить и переключиться на какие-то другие. Я об этом еще немножко подумаю, потом привычки запишу вот сюда. И трекер настроения от плохого до хорошего, это тоже шкала от 1 до 10, которую потом я объединю в график, чтобы отслеживать настроение, смотреть, как все было в течение месяца. Ну и украшают разворот также грибочки со звездочками по сторонам, желуди, листочки. Следующий двойной разворот – это страничка благодарности и как я себя чувствую сегодня. Я довольно подробно рассказывала про них в видео оформления октября, поэтому сегодня на них подробно останавливаться не буду. Здесь тоже грибочки-листочки. Внизу я добавила вместо декоративных скотчей травку. Цифры тоже сделала красным, чтобы поддержать оттенок грибочков и просто сделать эту страничку более яркой. Для декора здесь не очень много места, поэтому вот такие маленькие картиночки, но мне кажется, даже они уже отлично украшают разворот. Дальше оформление на неделю. Ноябрь я тоже решила продолжить планировать с помощью бегущего списка, но здесь есть небольшие изменения. Бегущий список занимает точно так же 1 страничку. Здесь у меня 2 недели рядом. Но мне показалось, что мне все-таки будет неудобно без возможности какие-то дела распланировать по дням, расписать, чтобы они у меня были перед глазами. Это как такое дополнение к календарю на первом развороте. И поэтому я сделала вот такую вкладочку. Сначала я хотела вклеить какую-то бумагу дополнительно и на ней добавить эту табличку, но ничего подходящего по цветовой гамме не нашлось, поэтому я просто обрезала страничку ежедневник. Также без календарика мне будет некомфортно, поэтому я добавила его тоже сюда, добавила золотую рамочку. Такая получилась интересная форма. Здесь красный брашпен, чтобы тоже дополнительно поддержать грибочки. Для того, чтобы сделать здесь такое ровное пространство маркеров, я использовала скотч. Я беру просто какой-нибудь там старый скотч, который мне уже не очень нравится. И дополнительно я его несколько раз наклеиваю, отклеиваю на стол, чтобы он стал уже не таким липким. С одной стороны, он достаточно хорошо клеится, чтобы маркер под него не затекал. С другой стороны, это помогает не повредить страницу, потому что если скотч очень клейкий, то он просто отрывает страницу ежедневника, что, конечно, очень обидно. Здесь у меня сразу сделаны все 4 недели ноября, и последние 2 дня, 29-30, они уже попадут в разворот декабря. Здесь также вот грибочки, немножко разной формы. Еще чем мне нравятся мухоморы, в первую очередь, конечно, эффектной расцветкой, но тем, что, в принципе, можно выбирать любую форму шапочки, рисовать их как нравится, и все равно будет красиво и интересно. Вот эта страничка, она по стилю немножко выбивается из декора остальных разворотов. Это страничка воспоминаний на ноябрь. Поэтому надпись здесь я сделала примерно в стиле месяца, но никаких картиночек здесь нет, потому что они потом в конце месяца появятся. Я здесь постараюсь как-то зарисовать самые яркие моменты прошедшего месяца. Выглядеть будет примерно вот так. Это страничка воспоминаний сентября. Вот, то есть весь декор здесь появится позже, но в последнее время я стараюсь каждый месяц такие развороты обязательно оформлять, сохранять приятные, радостные моменты, чтобы потом, когда
я буду пролистывать ежедневник, я могла их сразу охватить взглядом, вспомнить и снова испытать положительные эмоции. Дальше небольшое новшество. Я решила в ноябре также ко всем разворотам добавить такие короткие записи, заметки. Они в себя будут включать также день одной строкой, да, как вы видели, этого разворота отдельно в ноябре у меня нет. Ни в виде таблички, ни в виде списка. Это потому, что я решила писать чуть побольше. Может быть, здесь будет первая строка посвящена самым ярким событиям, а дальше мне хочется записывать какие-то заметки, мысли дня, свои эмоции, может быть, какие-то события расписывать поподробнее. То есть это будет такой мини-дневник. Посмотрим потом, в декабре поделюсь, как мне зайдет, насколько я буду этим пользоваться. Я пока оформила только 2 разворота. Здесь просто день недели, число, полстранички для записей. И дальше я буду либо продолжать оформлять в той же тематике, если у меня хватит силы, времени, либо, возможно, переключусь на наклейки. Не знаю, но пока вот хочется писать побольше, да, какие-то делать записи, и я надеюсь, что именно в ежедневнике я буду делать это более регулярно, чем в каком-то отдельном блокноте. Ну что, вот такой сказочный, волшебный лесной ноябрь у меня получился. Я очень довольна цветовой гаммой. Красно-белый, спокойный, желто-коричневый, мне кажется, по-осеннему, довольно ярко. Немного необычно для меня. Я, честно говоря, соскучилась по рисованию в ежедневнике, потому что последние несколько месяцев у меня были такие развороты в стиле скрапбукинг с наклейками, и я там не очень много рисовала. И в ноябре я, наверное, оторвалась за все это время. Развороты заняли довольно большое количество времени, потому что здесь много разных картинок, но, в принципе, рисовать все из них максимально просто. Вообще не требуется каких-то особо художественного опыта, способностей, ничего такого. Так что, если вдруг вы вдохновились этими яркими грибочками, нарисовать их будет максимально просто. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делитесь в комментариях своим мнением, своими темами, идеями для разворотов на ноябрь. Мне всегда интересно узнать, кто и что делает в своих ежедневниках. Спасибо и до встречи в новых видео.